Вот такой вот, даже вот такой вот. В общем, вот такой вот болт. Сценаристы изнасиловали маленькую девочку 2 раза. Буквально на 3 серии ввести милую любовную линию между героями, чтобы бездарно убить парня. «Первые ласточки» – украинский телесериал, который должен быть примером для российского кинематографа того, как и о чем нужно снимать кино. За основу взята мифическая российская игра «Синий кит», в которой подростки выполняли задания кураторов, которые в конечном счете подводили детей к суициду. И взято удачно, сериал вызвал широкий резонанс в Украине и привлек внимание мировой прессы, потому что в «Первых ласточках» затрагиваются вопросы современной молодежи: онлайн-харассмент, сексуальная самоидентификация и суицид. Привет, меня зовут Денис, я очень рад тебя видеть. Присаживайся поудобнее, сериал не скупится ни на жестокость, ни на эмоции. 1 сентября. Первый день осени. Уже не жара, но до сих пор тепло. Наряженные и счастливые дети, подростки и их родители. Но не в этой школе, в которой праздничный день начинается с испорченного выступления 11-классницы Полины и новости о том, что в их области найдены мертвыми 2 подростка, якобы по причине самоубийства. Но полиция, в лице следователя, мама одного из учеников, считает иначе. И правильно делает. В конце этой серии Полина совершит самоубийство по указанию загадочного друга. И все закрутится так, что можно сойти с ума. Но давайте начнем с самого начала. 1 сентября начинается с видеоблога одного из старшеклассников Ника Масла, который врывается со своим другом Максом в проекторную актового зала школы и включает перед школьниками и их родителями трэш-видео, в котором издевается над девочками, в том числе и над погибшей в финале серии Полиной. От похотливого короля. А лучше бы снял видео, в котором его, как по маслу, трахают по кругу 10 темнокожих парней. И это идиотское поведение – это фишка Ника Масла, истоки которого сериал будет исследовать. У самой же Полины тоже не все в порядке. К счастью, она ни над кем не издевается, но издеваются над ней. Мама, несмотря на свою комплекцию, заставляет сидеть дочь на строгой диете, таскает ее по разным кастингам и остро реагируют на все ее неудачи, а одноклассники издеваются в школе над девочкой. И как в такой ситуации, когда ты ни дома, ни в школе не можешь чувствовать себя в безопасности, не подвергнешься влиянию друга, который, как мы увидим, очень ловко манипулирует такими забитыми подростками. И примерно об этом говорит следователь после торжественной части. Подростки в переходном возрасте воспринимают все гипертрофированно. И для них очень важны наша поддержка и понимание. Итак, первое, на что вам нужно обратить внимание, это затяжная депрессия ребенка. Она может сопровождаться разными физическими расстройствами, такими как тремор или псориаз, отказ от еды или, наоборот, переедание, бессонница и частые жалобы на боль в животе. Странные, часто экстремальные поступки подростка. Ребенок может причинять себе вред, чтобы почувствовать боль. Все то, что я перечислила, это лишь первые признаки, так сказать, первые ласточки того, что ваш ребенок склонен к самоубийству. Затем мы знакомимся с другими главными героями – Федя, Дэн и Катя. Федя и Дэн – закадычные друзья, лучшие пловцы в школе, но с ними не все так просто. А Катя... Даже комментировать нет смысла. Федя и Катя – это первые герои, благодаря которым мы узнаем о существовании друга, который дает им указания. Федя сделать больно тому, кто ему не безразличен, а Катя закричать на всю школу. Сериал не тянет кота за хвост. Федя не безразличен его друг Дэн. Но в каком смысле? Наверное, в дружеском. И после выполнения задания, как Федя, так и Катя занимаются селф-хармом. Что должно происходить в жизнях этих подростков, что они не только выполняют безумные задания незнакомца из интернета, но и делают болезненные отметки на своих телах. А мы сейчас узнаем. Катя нелюбима сверстниками, как и ее брат Антон,
который подрабатывает лаборантом в этой же школе. И по возвращении девочки домой она встречает своих родителей в их обычном состоянии алкогольного опьянения. Никакого положительного влияния на ее жизнь это не оказывает, как и то, что все в ее семье глухонемые. И родители, видимо по пьяни, решили, что и Катя глухонемая, поэтому так и воспитывали ее, что отразилось на ней взрослой и на отношении ребят к ней. Они издеваются над Катей из-за ее здоровья, хотя знают, что она полностью здорова. Но и здесь не все так просто. После уроков домой к Кате приходит Полина, которая захотела помочь ей с уроками. И видя условия, в которых живет одноклассница, Полина пытается ей помочь. Тебе будет лучше без них. Антон уже взрослый, тебя не заберут в интернат, не бойся. Одним вам будет лучше, ну посмотри на них. На что Катя в полной красе показывает созависимые отношения с родителями. Я сама позвоню в соцслужбу. Нет, не надо. Так будет лучше, я твой друг. Ты не друг. Убирайся отсюда. И не приходи больше. И после этого мы четко видим, как друг ловко манипулирует такими подростками. На сообщение от Кати, что у нее никого не осталось, отвечает, что у нее есть он. У Феди же другая боль. После школы он приходит на кладбище, где сидит у могилы кого-то очень близкого. В будущем нам раскроют, что летом во время купания в озере утонул его брат-близнец. И на этом фоне, и не только на нем, друг манипулирует Федей. Вот и сейчас дает указание признаться во всем. И Федя признается Дэну в своих чувствах. К счастью, с помощью записки в шкафчике, потому что реакция Дэна очень яркая и злая. Если вы давно на моем канале, то вы в курсе, что я озвучил множество тематических короткометражных фильмов и делал обзоры на множество тематических полнометражных фильмов и сериалов. И для меня несколько непривычно видеть гомофобию в кино, особенно такую яркую. Но первые ласточки бьют в цель, ведь для нас, россиян, проблема гомофобии как никогда актуальна. А если для вас актуальна проблема с поиском дикторского голоса, то я могу вам с этим помочь. Я запустил свой личный проект «Денис Доминар. Голос, который ты запомнишь». Если вы нуждаетесь в быстрой и качественной озвучке, если вам интересно развить собственный голос, то слушайте мои демозаписи и присоединяйтесь к моему проекту на YouTube, ВКонтакте и Телеграме. Была холодная и дождливая ночь, когда детектив Джейк Смит получил вызов на загадочное убийство Кейтлин Митчелл, добропорядочной домохозяйки в старом особняке на окраине города. Под дождем он подошел к обветшалому дому, в котором его ждала мрачная атмосфера и страшные тайны. Подозреваемыми были все члены семьи Кейтлин, и каждый из них скрывал свои собственные секреты. Джейк начал разгадывать темную головоломку, раскрывая мрачные тайны прошлого жертвы и ужасающие семейные интриги. По мере того, как он приближался к разгадке, дождь за окном становился все сильнее, а атмосфера в доме становилась все более напряженной. Наконец, он разгадал тайну смерти Кейтлин. Это был несчастный случай. И когда детектив вернулся в свой офис, он понял, что его работа на этом не закончена. Его ждал новый, таинственный вызов. Продолжайте делать свою работу, а об ее звучании позабочусь я, Денис Доминар, голос, который вы запомните. Проблемы Феди на этом не заканчиваются. Дэн, в которого он влюблен, ярый гомофоб, да еще и тихо ненавидит его за то, что их тренер, отец Феди, уделяет больше внимания своему сыну на тренировках. И в этом я полностью поддерживаю Дэна. Если твой ребенок учится под твоим руководством, то не забывай про других учеников. Хотя тут непонятный момент. Не очень-то и ясно, насколько друзья сильны в спорте. Может быть, Дэн и правда не очень хорош в плавании, поэтому тренер больше заботится о своем сыне. Но как он заботится о своем сыне, так и убивает его. Отец Феди такой же ярый гомофоб, как и Дэн. И на это наслаивается то, что отец начинает изменять Фединой маме и не сильно это скрывает. И после этого становится очевидно, как друг заманивает в свои сети ребят. Он выбирает затюканных как в школе, так и дома ребят,
и жестоко их использует. Но что странно, Ник Масло еще не попал в сети друга, хотя у Ника тоже сложная судьба. Его родители погибли, и не так давно его маленькую сестру изуродовала собака, оставив ужасные шрамы на ее лице. И это произошло потому, что дедушка Ника не досмотрел за его сестренкой во время прогулки. И после всех идиотских роликов Ника начинаешь понимать, откуда растут ноги, и сопереживать парню. И серия заканчивается самоубийством Полины, которое произошло по указанию друга. А свидетелями этого становятся Федя, Катя и Ник, который открывается с новой стороны. Друг заставляет Федю столкнуть Катю с крыши вслед за Полиной, но Ник вовремя останавливает это сумасшествие. Как я обожаю впихнуть в первую серию кучу всего, а обзоры следующих делать коротенькими. Вот и сейчас так поступлю. Самоубийство Полины становится личным делом следователя, мамы Феди, потому что напоминает о ее погибшем сыне. Следовательно, это не очень хорошо скажется на ее семейной жизни. Ее муж начал изменять, потому что она много времени проводит на работе, да и отношения с сыном не клеятся из-за этого. И нет, ее муж начал изменять не потому, что она проводит много времени на работе, а потому что он козел и потому что не любит ее, но использует это как оправдание изменам. И самоубийство Полины связывает в компанию 3 ребят – Ника, Федю и Катю, которые теперь хранят общую тайну. И вот здесь сериал оказался слабоват. Мне не хватило оснований поверить в то, что ребята продолжают играть под дудку друга после всего произошедшего. Да, теперь они отчасти соучастники убийства. Но имея поддержку в лице мамы Феди, следователя, им не о чем беспокоиться, особенно Нику, который оказался на крыше только лишь потому, что его позвал туда друг, заманив съемкой вирусного видео. Но при этом я понимаю ребят, друг отличный манипулятор. Он знает страхи Кати и угрожает ей тем, что ее алкоголиков родителей лишат родительских прав. Он знает страхи Феди и угрожает тем, что расскажет всем про его ориентацию. И эти страхи все решают. Друг лишен хоть капли человечности. Он любит издеваться над подростками. Хотя это и так уже понятно. Он массово отправляет одноклассникам Полины фотографию с ее мертвым телом, с жестокой подписью «Кто следующий?». Лично я, хоть какие угрозы шли бы в мой адрес, не стал бы играть в эту игру после всего этого. Когда ты видишь, что цель друга убить тебя, то раскрывай, что хочешь обо мне. Моя жизнь мне дороже. Жаль, что ребята не имеют таких принципов. В этой же серии раскрывается ненависть Дэна к Феде. Он по-дружески, перед заплывом, брызгает в очки друга средство, которое срывает Федин заплыв. Федя понимает, кто автор этого подарочка, но его воздыханием по другу это никак не мешает. И в финале друг склоняет троицу на новое убийство. Но делает это так грамотно, что поражаешься его организаторским способностям. Ему бы в полицию с такими навыками, потому что расследование оказывается в тупике, как обычно бывает в подобных фильмах и сериалах. И, судя по всему, троица ребят возьмет на себя поиск друга. Но прежде должно пройти еще много событий. Одним из них оказывается то, что Ник далеко не бездушен, несмотря на все розыгрыши. И это проявляется тогда, когда он задумал издевательство над своей одноклассницей Лерой, которая узнала о его сестре. Ник сочувствует Лере, когда слышит, что ее отец попал в больницу, и вся краска, приготовленная для одноклассницы, оказывается на его голове. Но хоть Ник и не бесчувственный, но ума ему не занимать. Все его розыгрыши вредят в первую очередь его бабушке, учительнице химии в школе Ника, которая каждый раз находится на грани увольнения из-за внука. А на минуточку она со своей зарплаты откладывает деньги на лечение ее внучки, сестры Ника. Но самая трогательная часть этой серии, да и, наверное, всего сериала, это сожаление мамы Полины. Только после смерти дочки она поняла, что все издевательства над ней в виде похуданий и таскания по модельным кастингам были ни к чему. Ограничивала ее в карманных деньгах, чтобы она не покупала всяких там чипсов.
Господи, я бы ее сама сейчас этими чипсами напихала, только бы она была жива. Полина умерла с ощущением того, что была никем не любима, и от понимания этого ее мама сходит с ума, но служит для нас всех важным уроком: цените своих близких людей. И это усваивает мама Феди. Она вспоминает о том, что ее второй сын жив, поэтому пытается наладить с ним контакт, но... В последнее время мы с тобой мало бываем вместе. И я подумала и решила сделать тебе маленький сюрприз. Открывай глаза. Семейный вечер с твоим любимым тортом. Ну, как ты? Браво. А что не так, Федя? Это Саша любил клубнику, мам. А я ее ненавижу. Но Федю можно понять. Прямо перед этим он становится свидетелем того, как его отец обещает своей любовнице уйти из семьи. И Федя находит причиной этого то, что мама после смерти его брата полностью ушла в работу. И вот теперь друг грамотно подначивает ребят на убийство Леры. Под угрозой того, что раскроет ориентацию Феди, заставляет его привести на крышу Леру. А Катю и Ника заставляет столкнуть Леру с крыши. Кате он угрожает сдать ее родителей врачам, а Нику обещает крупную сумму денег, которая поможет ему вылечить сестру. Грамотность этого заключается в том, что он окончательно сделает ребят соучастниками убийства, и в том, что на одного участника не перекладывается ответственность за все. Федя просто приводит Леру на крышу, а два других члена компании должны столкнуть ее. И даже если откажется один, другой обязательно сделает. Но Ник испортил весь план друга. А действия Феди вообще вне моего понимания. Он хоть и должен был просто привести девушку на крышу дома, но он разве не понимал, к чему все идет? И судя по всему, действительно не понимал, потому что после этого строит из себя дурачка. Зачем ты меня туда притащил? Убить? Я просто тебя туда привел. Он поручил просто тебя туда привести, это все. Да и действия друга вне моего понимания. Он самолично вызвал полицию на крышу этого дома. Но для чего, если троица потом обо всем расскажет полиции? Но это в идеале, потому что Лера помогает одноклассникам. Мы все вместе собрались на той крыше, чтобы снять протестное видео. Мы хотели показать тому, кто прислал нам эти ужасные фотки, что мы его не боимся. Непонятный поступок Леры. Она понимает, что ее хотели убить, но при этом скрывает это от полиции и сразу же присоединяется к клубу убийц-самоубийц. Единственное объяснение, которое я нахожу, это влюбленность Леры в Ника. Она организует празднование дня рождения Кати и уединяется на нем с Ником, чтобы признаться в чувствах и в желании помочь в лечении сестры. Тем временем и Федя не медлит. Сначала он берет в рот сигаретку Дэна, а затем берет в рот его. Да ничего он не берет, потому что Дэн понял, что Федя испытывает к нему далеко не дружеские чувства и находит подтверждение этому. К сожалению, не все гомофобы латентные геи. И последнее, что оказывается непонятным в этой серии, это поступки Дэна. Он рассказывает полиции, что Федя поссорился с Полиной 1 сентября, а Федя и Полина, на минуточку, встречались. Чего Дэн хочет добиться этим, мне непонятно. Из ничего обвинить Федю в убийстве Полины и отправить конкурента по плаванию за решетку? Ну глупо как-то. И вдобавок к этому Федин отец уходит из семьи. Как-то неожиданно вторая половина сериала отрывается от общего настроения первой половины и оказывается не детективом-триллером, а романтической драмой. И чтобы накрутить по полной эту драму, погибшая Полина оказывается беременной. И единственный, кто подозревается в зачатии ребенка, это Ник, который распускал слухи о том, что спал с Полиной. И беременности уделяется большое внимание, обоснованное тем, что незапланированное зачатие могло стать поводом для убийства девушки. Но это вышло смазано, да еще и к этому прикрутили ссору Леры с Ником, причина которой мне непонятна, что даже нет смысла обсуждать. Поэтому ждем следующих серий, где беременность раскроет действительно интересные подробности и истинного отца ребенка. А мама Полины еще сильнее сходит с ума, вплоть до самоубийства. И ее можно понять. Ее дочь умерла отчасти потому, что мама своими руками не давала
дочке дышать свободно. И единственное, что я не могу понять, так это то, что ее мама при этом винит одноклассников Полины за то, что те продолжают жить и веселиться. В первую очередь, мама для своего ребенка должна быть опорой и защитой. И то, что она не выполнила эту задачу, лишь ее проблема. А у Феди и Дэна вместо взаимной любви особая форма ролевых игр. Федя должен быть хорошим мальчиком и вовсю выслуживаться своему хозяину. Я отлично отношусь к ролевым играм, но эти игры — это сплошной мазохизм Феди. Сначала он дает Дэну приплыть первым на экзамене перед комиссией из престижного института, чем рушит свое будущее. Затем Дэн, как честный победитель в заплыве, издевается над Федей, что тот в итоге режет вены, но вовремя поспевает отец, и Федю откачивают в больнице. И как бы я плохо не относился к суициду, но что остается Феде, когда любимый человек унижает его, уничтожает его будущее в плавании и угрожает обо всем рассказать его отцу. Выход есть в любом случае, но опять я упираюсь в то, что родители в первую очередь должны показать этот выход. Но что ожидать от отца гомофоба и мамы трудоголика? К счастью, Федя находит выход благодаря друзьям. Ребята, оказывается, видели, что он гей и полностью его принимают. Как и друг, который, по словам Феди, тоже гей, что стало причиной их доверительных отношений. А у Ника и Леры, несмотря на их признание на вечеринке, портятся любовные отношения. И либо я слепой, либо сериал оказался слабоват. Неожиданно оказалось, что Ник и Макс заключили пари на любовь Леры. И даже если я слепой, сериал все равно слабоват, потому что я не увидел никаких движений со стороны Ника, чтобы добиться Леру и выиграть в пари. И их взаимная любовь выглядит как удачное стечение обстоятельств. Но вот оно как оказывается. При этом сам Макс влюблен в Катю, а Катя в него. Они гуляют, открываются и в будущем начинают встречаться, но на раскрытие их отношений сериал положил вот такой вот, даже вот такой вот, в общем, вот такой вот болт. И кажется, их отношения нужны лишь для того, чтобы мы усомнились в Антоне, которого парочка видит, когда он выходит из подвала Катиного дома. Что он там делал? Прятал трупы? Или отправлял смски от лица друга? Или разрабатывал план, как убить всю компанию? Интересненько. И чтобы перейти в следующую серию, нужно взбудоражить подростков, а то как-то все спокойненько у них. Сначала друг будоражит Леру. По возвращении домой она видит, что на ее ноутбуке установлена фотография мертвой Полины. Так, друг, у нас еще и хакер и домушник? Многогранный человек, манипулятор, хакер, домушник, филантроп, плейбой. А кто он без своей анонимности? И на этой волне я даже не удивляюсь, что Лера что-то употребляет. А еще она выпрашивает у своего отца большую сумму денег. И я даже подумал сначала, что для сестры Ника. А мама Полины приглашает одноклассников дочери на похороны, где друг рассылает всем видеозапись с прыжком Полины с крыши, на которой видно всю нашу троицу. Антон, а что у тебя такое лицо-то спокойное? Как же я рад за ребят, что Федина мама следователь, которая ведет дело Полины. Иначе всех троих давно бы упекли за решетку, ведь, как оказывается, у каждого был мотив на убийство девушки. Катя убила Полину, чтобы та не пожаловалась на ее родителей в соцслужбу. Ник, чтобы Полина не рассказала всем о беременности от него. А Федя, чтобы... Вот это и самый главный вопрос. Полиция, благодаря Дэну, знает, что Федя ругался с Полиной 1 сентября. Но причина этой ссоры просто невообразимая. Все началось летом, когда ребята всем классом купались и употребляли некие вещества. Но у Саши, Фединого брата, был порок сердца, поэтому ни то, ни другое ему нельзя было делать. Но ведь подростки, они такие. Чем больше запрещаешь, тем им больше хочется. Вот и Саша не удержался и употребил вместе с ребятами, чему Федя был не очень рад. Близнецы поссорились, Саша ушел в заплыв назло Феде, а Федя назло Саше не стал его останавливать. Так и получилось, что Федин брат утонул. Но это еще не все. Полина была свидетелем гибели Саши и накрутила Федю, что теперь он преступник, потому
что не остановил брата. Но об этом никто не узнает, потому что Полина готова молчать за то, что Федя бросит Леру и начнет встречаться с ней. Ну вы понимаете, только что умер человек, причем еще и Федин брат, а Полина такая: а почему бы не воспользоваться ситуацией? И все вышло удачно. Федя купился, но Полина не предусмотрела одного. Парень уже в тот момент понимал, что он гей, и чуть позже в его жизни появился друг, который заставил его переспать с Полиной, дабы Федя полностью убедился в своей ориентации и принял себя. А лучше бы рассказал про презервативы. Но это я перешагнул в 7-ю серию. Пока отец ребенка Полины неизвестен, как и существование друга для полиции. И ребята отвертелись, но правосудие их все равно настигнет, ведь Дэн в своих чистейших и справедливейших намерениях подговаривает одноклассников отомстить троице за смерть Полины. На видео они и Полина. Я думаю, мы должны проучить их. Мы должны проучить их за то, что они пытались запугать нас. Помните, кто следующий? Но правосудие подождет, ведь авторы приготовили украинский ответ 13 причинам почему. Троица после полиции возвращается по домам и встречает Леру, у которой сразу же воруют сумочку. Сумочка отвоевана, но из нее подло вываливается портрет Полины, который был некогда сорван с доски почета. И на задней стороне троица обнаруживает предсмертное письмо от Полины, в котором она говорит о себе, о своей жизни и существовании других посланий. И ребята начинают путешествовать за ними и раскрывать клубок тайн. И в этот момент их ловит Дэн со своими миньонами и жестоко издевается. Дэн и другие одноклассники полнейшие идиоты. Они избивают ребят, угрожают им ножом и обливают краской. Почему бы другу не очистить наш мир от таких вот личностей? Полина в своих посланиях раскрывает то, что тайно дружила с Лерой, которая у всех на глазах издевалась над ней. А отбив у Леры Федю, Полина отомстила тайной подруге и посмертно дает слово Феде признаться в том, что именно он отец их ребенка. И вот здесь сериал оказался хорош. Он понемногу настраивает и нас, и ребят на то, что Лера и есть тот самый тайный друг, потому что она мстит за расставание с Федей. И я правда в это поверил при первом просмотре, несмотря на то, что сериал кричит, что Лера не друг. Ведь он продолжает над ней издеваться. И так круто, что я не могу не похвалить его. Я не знаю, как это правильно назвать, наверное, газлайтинг. Но друг подлавливает Леру в спортзале, где ее ждет магнитофон с записью Полины, выступавшей 1 сентября. И у Леры голова идет кругом. И это так круто снято и смонтировано, что мне самому стало не по себе от происходящего. И Лера откупается от друга деньгами, взятыми у отца. А я думал, что они для сестры Ника. Ну, может быть, хотя бы во второй раз для сестры Ника, раз уж довела отца до сердечного приступа. А дальше, даже после нескольких просмотров, происходит такая непонятная дичь, что... Ну, в общем, смотрите сами. Лера возвращается домой, затем быстро уезжает из дома, а за ней гонится помощник следователя. В ходе погони Лера находит в сумке ключи погибшей Полины и разбивается о дерево. Видимо, Лера понимала, что друг пытается подставить ее и свалить на нее убийство Полины, поэтому избавила себя от проблем в будущем. Люблю символизм в произведениях, вот и первые ласточки меня порадовали. Лера после серьезного столкновения находится на грани жизни и смерти, как и другие ребята, но они условно. Федя, защищая Катю от нападок Дэна, получает в ответ от своего друга камин-аут перед отцом, который не принимает и не примет своего сына. Нянчитесь дальше с вашим сыночком-гавадрилом. Что ты плетешь? Что слышали? Да все про это знают. Меня он вообще засосать хотел, смс-ки любовные строчил. Показать? Урок окончен. Конец, я сказал! Пап, я... Не прикасайся ко мне.
Вот ни капли не жаль этого человека. И это Федина пограничное состояние, но которое приведет его в лучшую жизнь. От принятия мамой до случайного знакомства с барменом геем. Конечно, знакомство выглядит натянуто, но очень мило. Бармен добивается прогулки с Федей, и Федя даже пытается поцеловать его, но бармен не дурак. Он знает, что Федя нет 18. Бармену нужны отношения, а не секс на одну ночь. Друг также находится в пограничном состоянии. И полиция, и директор школы знают о существовании анонимного куратора. И после этого друг полностью пропадает с радаров. Но, скорее всего, это сделано с целью запутать и представить Леру другом. Она в коме, а друг исчез. И единственный человек, который остался с Лерой и не верил в ее причастность к злодействам друга, это Ник. И его любовь к девушке такая красивая. Сериал переносит нас на год вперед. И весь этот год Ник был с Лерой, несмотря на ее кому. Очень романтичная сцена. И даже спустя год друзья так и уверены, что Лера друг. Но так или иначе, за них радостно. У Феди и его бармена все отлично, как и у Кати с Максом. И кажется, раз Ник все это время был с Лерой, то его жизнь тоже встала на паузу. Но нет, он стал успешным то ли блогером, то ли танцором, вылечил сестру, а еще дождался, когда Лера выйдет из комы. И пока он бежал к своей возлюбленной, его сестренка осталась в Лаборантской, где отравилась каким-то газом, припрятанным Антоном. Жаль сестренку Ника. Каждый раз, когда взрослые перестают за ней присматривать, она попадает в неприятности. А еще обидней становится, что сценаристы используют маленькую девочку как игрушку для битья, чтобы хоть как-то двигать сюжет сериала. Нет, я выпадаю в осадок каждый раз, когда думаю о том, что сценаристы изнасиловали маленькую девочку 2 раза, чтобы двигать сюжет сериала дальше. Первый раз, когда ее изуродовала собака, чтобы раскрыть тяжелые отношения Ника с его бабушкой и дедушкой, и его трогательную и чувственную душу. А сейчас, когда девочка отравилась газом и заработала гепатит, чтобы свести все подозрения к Антону, брату Кати. И что уж греха таить, именно Антон – друг, последней жертвой которого становится Макс, парень Кати. И с этого я тоже выпадаю. Буквально на 3 серии ввести милую любовную линию между героями, чтобы бездарно убить парня и таким образом вывести как нас, так и следователей сериала на след Антона. А еще в этой серии сделали лучшую рекламу беспроводным наушникам, жаль только производителя не указали. Началось все с того, что все выпускники собрались в актовом зале, чтобы официально получить дипломы об окончании школы. И наша троица в этот момент узнает о смерти Макса и, очевидно, очень бурно на это реагирует. В шоке и слезах они прибегают в Лаборантскую, где их усыпляет Антон. И вы только представьте, троица оказывается связанной на крыше, а беспроводной наушник в ухе Ника стойко перенес все испытания. Пока Антон связывал Ника, пока он его тащил на крышу и пока он его сцеплял с другими ребятами. Вот это сила воли у наушника. Держаться до последнего и совершить таким образом героический поступок. Благодаря ему мама Феди узнает, что ребята на крыше, и затем Антон удачно разбивается после неудачных манипуляций. Собственно, что хочется сказать. Актер, сыгравший Антона, сделал это великолепно. Антон смахивает на сумасшедшего. Благодаря его словам на крыше и видеопосланию мы узнаем, что он ненавидел свою сестру за то, что родители любили ее больше, чем его, а другие ребята помогали ей в учебе. Он был безумно влюблен в Леру, поэтому поставлял ей наркотики. И зарабатывал на это тем, что промышлял видеозаписями самоубийств, одновременно убирая конкурентов и ненавистных Лере людей. Поэтому в этой компании оказалась Полина, которую Лера ненавидела за то, что отбила у нее Федю. В этой компании оказался и сам Федя, потому что в него была влюблена Лера. И, конечно, в этой компании была Катя, которой Антон завидовал. Парень безумно преследовал свои жестокие, эгоистичные цели
цели, за что и поплатился. Но на этом сериал не ставит точку, он отлично обыгрывает тему зла. В конце мы узнаем, что за самим Антоном, как другом, стоял еще один друг, который приказывал ему убить и Леру, которая узнала слишком много, а Антон всячески пытался избежать этого. И из этого можно вынести две мысли. Ступив на путь зла, очень сложно остановиться, за меньшим злом скрывается большее зло. Как-то так. Как вам первый сезон «Первых ласточек» и мой обзор на него? Напишите в комментариях. Предлагаю нам договориться. Если вам понравился мой обзор и вы хотите продолжение, то давайте набирать под каждым роликом 100 лайков. Так я увижу, что вы хотите обзор на следующий сезон. Согласны? Давайте начинать. И обзор «Элиты» также не исключение. Ролик на первый сезон так и не собрал 100 лайков. Но если вы хотите продолжение, то все впереди. И скажу в заключение. «Первые ласточки» должны быть примером для российского кинематографа того, как нужно писать и снимать. Герои прописаны хорошо и ощущаются живыми людьми. Но самое главное, сериал не только развлекает, но и имеет четкое послание каждому из нас. Не творите зла, оно погружает человека в порочный круг. И будьте внимательны с близкими людьми. А я благодарю вас за просмотр. Меня зовут Денис. И огромное спасибо моим великолепным бустерам, а особенно Джараяна, Коргиус, Максим Устинов, Алексей Нор, Владислав Ташкент, Александр и Денис Кузнецов. Вы солнышки, и ваша поддержка помогает. И стать подписчиком на Бусти не только легко, но и приятно. Вы получите не только ранний доступ ко всем моим роликам и аудиокнигам, но и некоторые бонусы, такие как обращение в каждом ролике и личное видео поздравления с праздниками. Спасибо за просмотр. Слушайте мою аудиокнигу в нашем телеграм-канале. Увидимся совсем скоро. Пока-пока. Пока.